Считается, что люди жили на территории Вадирам еще тысячелетия назад. Ведь не всегда она была пустыней с километрами красного песка. Когда-то здесь росли виноградники, оливковые рощи, а на вершинах скал и сейчас кое-где сохранились сосны. О заселенности же этого места говорят найденные петроглифы. Всего около 30 тысяч надписей и рисунков. Историки утверждают, что Вадирам сотни лет населяли аравийские племена и семиты, выходцы из античного Небатийского царства, которые появились здесь примерно в IV веке до нашей эры. Более того, среди археологических находок известен Набатийский храм, что был обнаружен в 1933 году, однако до конца раскопан лишь в конце 20-го столетия. На территорию Вадирам нельзя проехать на собственном автомобиле, общественном транспорте или такси. Передвижение по заповеднику возможно только в рамках экскурсий. Пешие туристы должны запросить разрешение на проход и ночевку с палатками по телефону или электронной почте. Знаменитая марсианская пустыня на берегу Иордании. Загадочная и прекрасная, как арабская сказка. В идеале в нее стоит выделить целый день, чтобы увидеть огненный закат, разгар дня, ночь под звездным небом и потрясающий восход солнца. Но даже за время короткой поездки Вадирам способны влюбить в себя и оставить незабываемые впечатления. Проехать вглубь Вадирам, каменистой пустыни и одноименного национального заповедника Иордании, мне удалось далеко. Несколько километров и начинаются глубокие пески. Путь по ним открыт только внедорожникам. Но и там, куда приняла нас пустыня, на нашем джипе, я получил большое удовольствие от созерцания марсианских пейзажей. Хотя почему марсианских? Пустыня носит второе название – Лунная долина. Высокие красно-оранжевые скалы резко сменяются равнинными участками с огромными валунами, переходят в глубокие каньоны и песчаные барханы. Главная достопримечательность Вадирама – это сама пустыня и ее ландшафт. Характерен для песчаной пустыни холмы с песчаниками Джебель поднимаются над поверхностью долины. Они нависают над бедуинскими деревушками, в которой расположен форт патруля пустыни. Полицейские пустыни сами по себе впечатляющее зрелище. Это люди в традиционных одеждах цвета хаки, многие из которых до сих пор передвигаются на верблюдах. Весной же пустыня преобразуется. После весенних дождей она на короткий срок превращается в безжизненные места живописно-зеленых бескрайних луг, наполненные разнообразными уникальными видами растений и животных. Это просто рай для натуралистов, которые, как грибники на грибы, слетают сюда с марта по май. Тут можно найти аниомы красные, майки и уникальный черный рис, который является национальным символом Иордании. Попав сюда, человек переносится в волшебный сон, разукрашенный всевозможными красками под пение огромного количества местных птиц. Представьте мое удивление, когда я заметил бедуина, который что-то царапал на камне. Так вот, как получаются тысячелетние рисунки, уточнил я у водителя. Тот ошарашенный пошел выяснять, что к чему. Но оказалось, у мужчины в скале друг в пещере, и они с ним переговариваются через отверстия в камне. Проезжаем мимо верблюдов, которые свободно пасутся. Некоторые мамочки, верблюдихи, рядом ведут малышей и верблюжат. Думаю, что верблюды все равно кому-то принадлежат. Так же не бывает, чтобы были все дикие. Но они совсем не привязаны. Верблюды здесь немного меньше их собратьев из Египта или Арабских Эмиратов. Я уже чувствую себя настоящим специалистом по верблюдам и сильно люблю пустыни. Кстати, скалы совсем не скользкие. Поверхность их как наждачная бумага. Но ухватиться, кроме как за камни, совсем не за что. Никаких тросов или скоб здесь нет. Склон временами порядком крутой, хоть и не сильно высокий. Поэтому вся надежда на хорошее сцепление обуви с поверхностью. Не так уж и сложно для тех, кто хоть когда-то был в высокогорье.
или же просто более-менее спортивно. Горы выглядят совершенно по-марсиански, нет никаких сомнений, что когда-то давно все это было под водой. Все формы были заданы еще водой, а ветер и песок позже просто довели это до современного вида. Только следы колес на песках напоминали, что мы здесь не одни. Таких проторенных дорожек по озерам немало, все же это место довольно популярно среди туристов. К счастью, пустыня большая, и чаще всего других машин не видно. Иногда же все же встречаешь джип с другими туристами. Все местные машины, они выглядят одинаково. Это такие же пикапы с надстроенными кузовами. Время от времени мы видели сразу несколько машин. Это был верный знак, что мы подъезжаем к одной из местных достопримечательностей. Даже в такой красивой пустыне есть особо красивые и фотогеничные места, куда все водители свозят своих туристов. Возле таких точек всегда скопление машин, как парковка среди песков. Вы когда-нибудь смотрели долго на песочные часы? Это зрелище завораживает, ведь кажется, что вот, наконец, можно почувствовать время, увидеть его, схватить и понять. Песчинки монотонно пересыпаются и метаморфически очень точно показывают, как быстротечна наша жизнь, даря понимание того, что нужно ценить и наполнять приятными впечатлениями и радостями каждый момент нашей жизни. Песок удивителен также тем, что именно из него делают стекло. И это еще одно красивое и такое емкое сравнение с нашей жизнью. Понимая, что каждая песчинка – потенциально новое стеклянное произведение искусства любой формы и размера, осознаешь, что в нашей жизни все точно так же. Немного работы над собой и получаешь все, что хочешь. Итак, друзья, спасибо за просмотр. Не забываем подписываться, жать на колокольчик и ставить палец вверх.